получается 11 тысяч вольт. Да-да. Должна касаться... Но мы опять без забора остались. Ну что, друзья, вот и начинается наш второй выезд в горы. Мы приехали, помните, у нас такая красота, идиллия просто. Зеленая травка, солнышко, чистота, нет мусора. И тут такая тема, я вылазю из машины и такой опять такой. Сейчас вы поймете, что это значит. Внимание, не повторять. Как сейчас выразился Паша своему ребенку, какашки — это часть экосистемы. Так что мы приобщаемся к части экосистемы. Но повторять не советую, я долго отмывался, а жена обещала не пустить сегодня в постель. К чему мы это все? Сарайчик мы поставили, свиньи наши вещи не сожрали, но участок наш засрали. И поэтому сегодня этот выезд мы начнем со строительства огораживания нашего участка, нашей земли от всех этих гадов, которые вот так вот безбожно срут. Но мы же не можем забор поставить из сетки и колючей проволоки. Это же будет не по-нашему. Поэтому мы взяли вот такую тему. Это называется электропастух. Вот к этой штучке подключается 11 тысяч вольт. Да-да, 11 тысяч вольт. Ни одна свинья, говорят, не пройдет. Посмотрим, что получится. Если еще не подписались, подписывайтесь на наш канал. У нас будет много интересного. И сегодня мы начнем с электрозабора. Вот то, что мы попытались сделать в прошлый раз. Ну, получается не очень красиво и, самое главное, неэффективно. И сейчас будет задача в том, чтобы то, что мы в прошлый раз навалили, мы навалили, где-то сделали такие ветки, где-то навалили просто кучи обрезанных деревьев. Животные все это уничтожают. К сожалению, сейчас нам придется все это убирать, вычищать, потому что нитки электрозабора не должны касаться ни травы, ни земли, тогда он будет работать хорошо. Собственно, вот это у нас сейчас проблема, вычистить то, что мы уже сами наворотили, потом выпилить и вычистить подлесок там, где мы еще не почистили вдоль забора. И потом уже будем монтировать, собственно, нитку электропастуха. Наблюдаем, подписываемся, ставим лайки. Поехали! Чем нам нужна буханка? Это же трактор. Большой и сильный трактор. Забор выдираем. Так, мы идем смотреть, что Паша делает. Вот у нас начало электрозабора. Здесь нам пришлось ставить столбы. Дальше. Это самый электропастух. Он нам сейчас не нужен. Мы его откроем чуть попозже. 1000 метров каната. Самый крепкий, который был, мы взяли. И самая лучшая проводимость. То есть здесь 6 нитей по 0,3 миллиметра. Соответственно, у него будет самое низкое сопротивление. Значит, он будет лучше всего проводить электроимпульс. На разрыв 120 килограмм. 3 нитки, 120 килограмм, 360 килограмм, чтобы пройти. Ну, то есть, как бы остановит, даже если ток не пускать, он должен остановить, но по нему должен идти ток, как раз такая красивенькая ниточка. Вот эта хрень называется пружинные ворота. Ну, я так понял, смысл такой. С одной стороны цепляем, с другой стороны цепляем. По пружине идет ток. Если мы ворота открыли, мы берем за ручку, открываем, цепляем. Разберемся.
3 пружины. Крючочки, за которые крепится вот этот провод. Вот. И бонус от компании, спасибо ребятам. Берем шуруповерт. Если я правильно понял, это работает вот так. И закручиваем. Сейчас попробуем. Столбы ставятся очень просто. Копается ямка, ставится столб и уплотняется. То есть здесь не нужно бетонировать, потому что не подразумевается, что на столбы будет какая-то большая нагрузка. Ну, при этом мы их закидали, у нас камней много, столбы довольно-таки плотные. Да, если его расшатывать, он, конечно, выдернется. Но этого не нужно, потому что защита идет не за счет именно жесткости конструкции, а за счет того, что там присутствует электроимпульс. Ну что, пробуем крутить. У нас по схеме на свиней 20, 45, 75. Но у нас кроме свиней есть еще коровы. Для коров 90 высота. Вот эта высота 90. Для лошадей, по идее, еще один контур. Но мы надеемся, что мы же не выпасаем стадо лошадей. Они иногда ходят рядышком. Но мы надеемся, что этого будет достаточно для лошади, чтобы ее отпугнуть. Вот. Если будет недостаточно, тогда придется нам еще один уровень делать. Ну, пока что остановимся, чтобы у нас было 90. Итак, мы делаем 20, 50, 90. Так, первая часть забора у нас готова. Дальше нам нужно будет провод закопать в гофре, потом это сделаем под калиткой. И дальше у нас ворота. Ворота у нас из пружин. Сейчас будем разбираться с пружинами. Открываем, смотрим, что у нас здесь есть. Есть, собственно, пружина, растяжка до 5 метров. 5 метров примерно мы здесь составили. Есть ручка. Есть две таких хреновины. Одна с одной стороны, видимо, другая с другой стороны. Ну, видимо, как-то так. Закрывайте ворота. Так. Ворота, в принципе, готовы. Нам нужно под воротами запитать электричеством, мы их потом чуть позже сделаем. А сейчас мы пойдем натягивать нитку. Монтаж электрозабора довольно несложный. Разматываю и радуюсь. Раз и получастка закрыто. Да. Это вам не бетон заливать. Так, я так понимаю, каждый узел ты делаешь контакт в узле. Ну, получается у тебя контакт. В альпинизме мы так изучаем. Итак, у нас самый сложный участок. Проходим овраг. Соответственно, тут наставили столбов. Но просто на глаз определяем, как можно опустить нитку, чтобы она не касалась земли. Ну, где-то вот так. Но чтобы свиньи возле столба не залезли нам. Я думаю, что вот так будет. Ну, даже так. Сейчас мы ее тащим на ту сторону, а потом еще вниз один виток сделаем вниз. Вот так, да? Окей, мы завершаем монтаж электрозабора. Все провода у нас растянуты. Так получилось, что у нас, поскольку есть соседи, соседский забор, весь электрозабор разделен на две части. Один внизу в лесу, один вверху по передней линии. Вот, поэтому там забор смонтирован. Сюда, к месту, где у нас будет стоять прибор, электричество будет приходить по обычному электрическому кабелю, проложенному в одинарному, проложенному в гофре. Здесь мы верхнего забора тоже у нас приходит в гофре. Мы проложили в этой железке. В принципе, она нормальным
должна вроде бы защищать, не биться, изолироваться. Вот. И теперь почти все готово, осталось собрать все в кучу. Достаем прибор. Максимально простой. Так, коровы, быки, олени, свиньи, овцы. Ну и в инструкции написано было, почему-то они не нарисовали здесь, еще медведи. То есть медведи идут по вольтажу, по силе, который должен быть забор обладать, наравне со свиньями. Вот, посмотрим, медведи к нам, один раз мы видели уже медведя здесь на участке, поэтому медведей мы тоже учитываем, но самое главное это свиньи, как они нас достали уже. Питание, синяя земля, фаза. Все, максимально простой. Я уже говорил, это он мне понравился тем, что здесь нету каких-то супер настроек. Подключил и работает. Питание у нас будет от аккумулятора пока, потом от сети запитаем. Фаза у нас вот пришла, сейчас подключим. Но нам нужна земля. Что представляет собой земля? У него в инструкции прямо написано, что если до нескольких километров, то земля может быть выглядеть из одного штыря. Я походил у себя дома, нашел вот такую хрень. Я не знаю, чего она. В общем, 2 штыря достаточно длины. Здесь есть дырки. Я не делал его специально для этого заземления, просто я нашел у себя там в поляне. Я думаю, сойдет. Нужна кувалда. Кувалды у нас нет. У нас есть топор. Поехали. Вот, пока Паша уже почти забил землю. Бей, бей, не останавливайся. Шину мы забиваем прямо до полного. То есть она уходит вниз. И соединяющая шина, она приварена, она будет тоже касаться земли. Грунт у нас влажный, поэтому заземление будет хорошее. В сухих грунтах нужно бить сильнее. Здесь 2 штыря сварены между собой. Для вот этой истории начальной достаточно. Потом для домиков, может быть, мы сделаем получше. Кстати, отдельный момент, который в инструкции. Заземление должно быть отдельным от всего остального. Ни в коем случае нельзя вешать землю от электрозабора на заземление, которое делается для общего пользования. Потому что там идет очень сильный импульс. И, ну, я подозреваю, это все может в дом прилететь и сжечь приборы просто. Паш, как дела? Готово. Это у нас питающий провод. У нас длинноватый, чуть с запасом отрежем. В старой железяке есть дырочки. Сюда мы прячем болтик. Инженер западной компании сказал, что не камильфо, ржавая железка. Поэтому мы ее очищаем. Паша, это у нас контроль, оператор и технический контролер. Так что все будет грамотно. По стандартам одной известной фирмы. Земля есть. Мы прокладывали когда провод, думали, что будет сначала у нас здесь пастух, потом решили перенести ему немножко. Соответственно, когда прокладываете магистральный провод, всегда делайте это с запасом, чтобы потом не пришлось подматывать. Провод положили с запасом, а вот гофра получилась впритык. Сейчас разматываем. Гофры мы крепим питающим кабелем на пластиковые хомуты без сильного прижатия к металлу, потому что здесь идет ток высокий. Вот, и здесь у нас такая история. Чуть не хватило гофры. Сейчас меряем, сколько нам нужно. Вот так лишнее отрезаем. Чуть-чуть уставшие плоскогубцы ее с трудом берут. Когда делаете протяжку, даже небольшого кусочка обязательно подматывайте краешек, иначе можно застрять и испортить гофру. Так, гофру одели, но такая шняга у нас здесь, поскольку здесь очень высокий вольтаж, я хочу сделать небольшую типа гильзу. 20-я гофра. Получается такая шняга, она уже себя держит. Даже без изоленты, она ничего не изолирует здесь, просто она не дает ей расползаться. Подвели кабеля,
питание, это заземление. Это еще одно заземление, просто на камере оно видно, чтобы не было вопросов. Это заземление мы забили еще одну такую железку для заземления домика. А заземление для электропастуха мы вынесли чуть дальше. Ну, так в инструкции написано, что заземления должны быть не просто разные, они еще и разнесены должны быть. Вот. А пастух у нас будет жить вот здесь. Его нельзя размещать в помещениях, потому что, короче, это опасно в плане искрения. Вот. Мы потом покажем, как он искрит, если он будет это искрить, мы посмотрим. Ну, покажем. Пастух у нас будет примерно вот здесь висеть. Здесь я потом сделаю такой домик. Он достаточно защищенный, но вода на него литься не должна. То есть вот примерно вот сюда мы его хотим сделать. Здесь же у нас будет такая техническая зона. Здесь же будет стоять генератор. Тоже для него какой-то возникнет домик. Может быть, это будет единый домик с генератором. Соответственно, здесь у нас всякие провода такие, которые не должны быть внутри помещения. Пока, чтобы проверить работоспособность, и вообще нам хочется очень побыстрее избавиться от свиней, мать их. Хочется рогнуться, но не буду. Вот, я его пока вот так положу. Мы его пробуем подключить. И, соответственно, дальше потом уже сделаем какую-то историю. Вот, чем мы его будем, что? Нам осталось питание. Питание, есть два варианта. Он может питаться от 220, вот такая штука, либо от аккумулятора 12 вольт. Пока 220 у нас нет, 220 у нас появится, когда будет станция работать. Пока запитаем от аккумулятора. Аккумулятор тоже у меня есть в УАЗике, но я боюсь его с УАЗика ставить, вдруг он его разрядит. Поэтому есть вот такая шняга, прорекламирую. Это тоже из УАЗика. Короче, чтобы завести машину с севшим аккумулятор, тебе не нужно тащить куда-то провода, еще что-то. Есть такая пауэрбанка, от нее заводится Нива, УАЗик, любая другая машина, можно ее завести. Вот, соответственно, банка полная, она у меня лежит всегда, чтобы, если что-то село в УАЗике, мы от него запитаем сейчас нашего пастуха. Очень просто, втыкаем сюда. Все, питание готово. Осталось подключить. Включаем фазу. Еще раз напомню, почему у нас два кабеля, и они разные. Просто у нас две части забора, это чисто наша как бы придумка. И с одной части приходит питание с обычного кабеля, а с другой части приходит питание уже непосредственно с лески электропастуха. Вот, леска, что из себя представляет? Смотрите, вот у меня сейчас есть возможность ее. Здесь нити есть, я так понимаю, вот эти красненькие, синенькие, это уплотняющие нити. И есть нити только ведущие. Вот там, где подключение, ну, мне кажется, вот эти уплотняющие нити можно убрать в сторону и оставить только ведущие нити. Их должно быть 6 штук. То есть кабели есть одинарный, тройной и вот шестерной. Мы взяли самый мощный, потому что у нас очень мощные свиньи. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вроде 6. Лишнее я отрезаю. Можно было это не делать, но мне кажется, контакт будет лучше. Все, скручиваем. Я примерно так себе это представляю. Так, короче, начал прикручивать. Вот эта пластиковая фигня начала раздавливать провод. Как-то все неправильно. Мы решили, что нужно две шайбочки. Колечко нашего провода. Шайбочка и потом только гайка. Ну, так вроде бы правильнее, вроде бы это должно быть сразу придумано, но почему-то не придумано. Плотный контакт, все хорошо. Так, сделаем. Заземление. Все просто. Вуаля. Я перед запуском любой электрической истории, я не электрик вообще ни разу, но перед запуском любой электрической истории всегда стараюсь проверить всю схему. Поворачиваем голову. Земля забита, прикручен провод. Провод пришел. Синенькую земля, все правильно. Здесь питающих провода 2. Пошли, разошлись туда. Там мы перед тем, как уйти с заборов, мы все проверили. Там все есть. Значит, можно подключать. Так. Все просто. Плюс-минус. Это аккумуляторный плюс-минус. Минус не страшно. Так. Что-то там защелкало. Единственный показатель, что это работает, вот синеньким, лампочка синенькая, если видно на солнце. И послушайте щелчок. Щелчок. То есть это щелчок, когда идет импульс. То есть импульс на заборе не все время наведен.
импульс на заборе не все время находится, потому что тогда это было бы реально опасно для жизни. А он подается с частотой примерно в 1,5 секунды или в 2, я там не помню, что там 1,6, по-моему, если не ошибаюсь. Подается краткий импульс очень высокого вольтажа, у нас 11 тысяч вольт. Охренеть, 11 тысяч вольт. Вот смотрите, видите, я не вру. 11 тысяч вольт, но очень маленький ампераж, то есть сила тока маленькая и очень короткая, и поэтому животное человека не убивает, а просто пугает. Ну, у нас здесь вроде работает, пойдемте посмотрим, что там с забором происходит. Так, как у нас подключен забор? Он, кстати, сейчас работает, поэтому показываю аккуратно. Вот у нас гофра, который мы там только что подключили к прибору. Вот из гофры выходит провод. Вот этот провод изолированный, то есть он не должен биться. А вот этот провод уже не изолирован, это провод электрозабора. И здесь он у нас, вот у нас смычка, скрутка. Ну, это стандартная просто прижимная пластинка на болтах. Входит сюда провод, и из него выходит провод электрозабора. И он везде здесь смотан, то есть все нитки запараллелены. Меня что-то чуть-чуть сейчас подщелкнуло. Еще боюсь его касаться. Почему показываю этот узел? Смотрите, у нас здесь сразу этот узел калитка. А это ворота. Вот, соответственно, сюда пришел провод питания, запитал вот эту часть забора, и сразу нам нужно питание туда передать. Вот провод в гофре. Очень важно, нельзя закладывать в гофру провод электрозабора. Должен быть обычный провод, нормальный. Ну, то есть здесь подключен у нас трехжильный, с оплеткой, все остальное, потому что в земле будет иначе уходить искра в землю даже через гофру. Опущена вниз гофра, она закопана под забором здесь. Вот, и здесь выходит, вот она скрутка, такая же, как там, уходит питание на забор, и здесь же вот эти специальная фурнитура, это пружины. Пружины ворот, они тоже под напряжением. Все, вот мы сюда привели плюс, везде на эти все провода, они не изолированы, на них везде плюс. Земля, животное стоит на земле, касается проводов и его бьет. Я боюсь. Меня сейчас пару раз чуть поддернуло, и мне там неприятно. Эта калитка обычная, аналоговая, ни к чему не подключена, просто приподнял, зашел, приподнял, закрыл. Все. В деревнях такие везде. Вот, это ворота необычные, ворота электрические. Сюда касаться никому не рекомендую. Как они работают? Изолированная ручка. Это под током, помним. Аккуратно вешаем. Смотрите, если вы думаете, что дерево это диэлектрик, смотрите, пружина касается дерева, и там искрит. Охренеть. Я туда не хочу руки засовывать. Страшно. Частота, слышите? Частота щелкания такая же, как на приборе. На приборе у нас мигала лампочка и был легкий щелчок. Сейчас что произошло? Мы повесили пружину, столб деревянный. Ну, дерево, диэлектрик, ни хрена. На 11 тысяч вольт столб пробивает, пружина касается столба и пробивает искра с такой же частотой, с которой прибор выдает импульс. Вот, поэтому обязательно, если вы посмотрите здесь, вся фурнитура, она изолирующая. То есть не просто крючок в дерево вкручен, но крючок заизолированный. Вот здесь можно посмотреть. Вот такой крючочек. То есть ни в коем случае она не должна касаться... Это протестировали. Я коснулся вот тут дерева, показывая, и меня через дерево, я на земле стою в кроссовках, прорезиненных, в принципе, меня через дерево вот прошибло. Это очень мощная хрень. Я хотел на камеру, мы вообще думали, что на камеру мы где-то коснемся, и это... Короче, можно я не буду касаться, я коснулся дерева возле крючка, и меня долбануло. Ну, по ощущениям, как вот все ж на розетке чинили, да, и вот как бы дернуло, ну, так вот прошибло вот до сюда. Или как сравнимо, вот если вот этим местом ударить локтем, вот прошибает всего тебя. Вот примерно, ну, по ощущениям, такие ощущения. Опа, не нравится. 나의 내